Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Ну что, осень, друзья, осень, уже чуть-чуть холодает, мы наводим порядок, здесь пилим дрова, складываем. На самом деле у нас дрова уже заготовлены, есть запас, на эту зиму нам точно хватит. Вот, надеюсь, у вас тоже дрова заготовлены и все хорошо. Огромное всем спасибо за поддержку на Boosty. Если вам интересно, чем мы занимаемся здесь онлайн, то вы можете подписаться на Boosty и тем самым будете получать каждые 2-3 дня я выкладываю интересные видосы о том, что у нас происходит здесь в гараже. Так что ссылки в описании. Также не забывайте про наш телеграм-канал, там тоже есть что посмотреть интересненькое. Вам я желаю приятного просмотра, ну а мы начинаем. На заднем плане мотор, и сегодня наша задача, перед тем как не пошел снег там или еще что-то, нам нужно привести его в порядок. Он уже достаточно давно валяется там, нужно его оживить, попытаться запустить, поменять фильтра, обслужить, и чтобы мы были уверены, что с ним все в порядке. И после этого полноценно его оставить, чтобы он ждал своего череда. Но хочется обязательно перед этим, естественно, его запустить. Нам в этом поможет ЗИЛ. Он будет использован в виде крана, потому что мотор падает постоянно, и даже ходить возле него как бы немножко опасно. Вот, так что сейчас наша задача запустить ЗИЛ, и будем открывать мотор и смотреть, что там с ним. Я уже закупил определенные запчасти, необходимые нам для ремонта, поэтому вдруг мы во что-то упремся, будем заказывать дальше. Но пока что наша задача попытаться его собрать и воспламенить. Чтобы воспользоваться манипулятором, нам нужны подставки под лапы. Чтобы снять подставки для лапы, нам нужно запустить МАЗа. Чтобы запустить МАЗа, нам нужно снять аккумулятор шишиги. Так что сейчас снимаем аккумулятор, запускаем МАЗа, берем лапы. Потом запускаем ЗИЛа и едем, делаем мотор. ЗИЛ запустили, он накачивает воздух, а сейчас запускаем МАЗ. Самый надежный наш мотор. Я МЗ. Ну давай, я МЗ. Так нажми на кнопку. Работает? Конечно. Ого! Это машина! Возьмем, наверное, какие мы? Давай задние возьмем. Но вот эту и ту. Все. ЗИЛок наш. Первая работа для него сегодня. Гидроусилитель вот у нас этот. Надо менять насос. Ноет. Пенится. Что-то ему не нравится. Он изначально такой хлам. Так, ну выставляемся. Хотим выставиться так, чтобы нам сразу, наверное, вот так нормально будет. Так. Все, работает, лапы работают, наверное. О, интересно, на таком вылете он поднимет наш мотор? Наверное, ё-моё, должен. Ну-ка посмотрим. Хорош. А, да, кстати, можно проверить. А, он не может себя, видишь, выдонкрачивать. Не хватает веса. Ну, только заднюю часть может. Да. Но среднюю уже ему не хватит высоты. Ну, зад поднялся, видишь. Ну, все. Можно смело поднимать двигатель. Ух, моща. Поднимает? Ну, отлично. Хорош, хорош. Куда ты? Давай, нам надо чуть-чуть его поднять. Согни его, чтобы он так аккуратней был. Чтобы ближе был к машине. Подведи его сюда, Леш, так? Вот сюда. Сейчас я дам газу. Ну вот наш ЗИЛок работает, блин. Класс. Задвинь телескопом, хватит усилия?
давайте познакомлю вас с нашим мотором. Это двигатель кейс. У нас точно такой же, как стоит на Ханамаге. Где? Вот он, кейс. Но должна быть маркировка. Engine модель, вот она. 6TA 830. Объем у него 8,3 литра. Наша задача, смотрите, есть много моментов здесь, которые нужно устранять. Нету топливного насоса. Нужно подключить вот сюда датчик давления масла. Так, потому что польется масло отсюда. Нужно найти пробку сливную для масла. Нужно залить масло. Нужно глянуть здесь по турбине. Что у нас? Слив, вижу, есть. Подача, вот, видите, в таком виде. К сожалению, тоже, возможно, нужно будет этот шланг восстановить. Вот. Это антифриз. Поменять, естественно, фильтр раз, фильтр два. Этот даже сгнил у нас. Вот сейчас будем этими всеми моментами заниматься. Ну, состояние у мотора здесь хорошее. В всяком случае, тогда я смотрел. Там все как новенькое. Только запчастей нам нужно для оживления мотора. Но это еще не все. Это еще далеко не все. Это помпа, да. Некоторые запчасти по оригиналу, некоторые по недорогому варианту. Вот. Фильтр топливный Флитгард. Вы все знаете, что цены на автомобили постоянно изменяются, тем более, когда рынок перенасыщен. Некоторые дилеры снижают цены, а некоторые, наоборот, повышают. И в этом случае при покупке автомобиля вам поможет сэкономить бесплатный сайт autospot.ru. Потому что на этом сайте есть практически все марки автомобилей. Вы обязательно найдете что-то на свой вкус. На Автоспот собраны все предложения от официальных дилеров, и самое главное, что вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Вы наверняка слышали, что автомобильный рынок сейчас стоит на месте, поэтому дилеры делают очень большие скидки. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть на 100 тысяч больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать. Ну а ссылку на Автоспот я оставил в описании. Проходите и пользуйтесь. Ну а мы сейчас будем пытаться оживлять наш мотор. Решили чуть-чуть пролить солярочкой, потому что у нас неизвестно, что там на дне. Сейчас зальем пару литриков здесь. Литр даже хватит. Просто чтобы смыть там с днища всякую чачу. Давай, Леш, накосячишь или нет? Давай лей так, через горло. Тебе чуть-чуть же только надо. Хорош. О, как раз пошла черненькая чача. Отлично. Ну, не ржавчина. Уже хорошо. Даже она вон чистенькая солярка идет. Пробки не было, пробку нашел в наборе. Когда-то кто-то нам из подписчиков подарил такой набор заглушек. И вот до сих пор он нас периодически выручает. Очень удобно. Леш, надо сейчас завести мотор. Завести ЗИЛ и выровнять мотор. Потому что у нас чуть-чуть смещен поддон. Да. Ну там вон масло потекло. Так что нормально, да. Мы купили новую помпу. Стартер тоже. Стартер такой же, как у нас на Ханамаге. Вот. Классный аппарат. Но ему здесь нужна проставка. Сейчас на Ханамаг залезу, посмотрю, какой диаметр там. Ну, точнее, толщина. И все будет нормально. Леша показывает мастерство, которые не пропьешь. По армрестлингу у него 3-е место в республике. Или в области. В отставке уже. Уже в отставке. В молодости, да? Да. Нормальный фильтр. Был.
Да. Давай закручивай свежака. Масляный фильтр тоже по стеллаксу, к сожалению. Но оригинальный очень дорого стоил. Поэтому было принято решение сэкономить. Может, масло нальем? Ну, конечно. Не, помазать надо его. Вот масло я не знаю. Нарисовано, кстати, нет. мотить? Смазать только нарез... резиночку. смазать Нет, это смазать резиночку. Ну да. Тогда, значит, не льем. Мы его покрутим без запуска, чтобы все давление появилось, так что это не проблема. Ну, хорошо, что у нас есть Ханамаг, и у нас есть возможность что-то сравнить, какое что должно стоять. Потому что, блин, здесь, конечно, не разберешься. Столько выходов всяких. Но этот мотор не стоял под водой, поэтому все у него будет хорошо. Он стоял в теплом боксе. Вот-вот пойдет дождь по прогнозу, поэтому решили перейти в гараж. Там будет безопасней. Давай, Леша. Ну и заодно побалуемся с манипулятором. Масленку забыли. Все, колонна работает как надо. Давай складывай его к себе, Леш. Так. Видите, благодаря манипулятору мы сможем вовнутрь теперь заносить все. Это очень удобно на самом деле. Главное рычаги запомнить, какие где. Эх, зелок наш. Красавец. Мне кажется, он легко с ним справляется. Это не вес для него, даже на всем вылете. Да? Сейчас, подожди, надо как-то... Не, давай так. Так вот пусть будет, да? Ну давай, да. Для установки стартера нам нужно проточить вот такую переходную пластинку. То есть на сантиметр отодвинуть стартер от самого блока. Это нужно потому, что стартер у нас не совсем подходит по вот этому вылету, а по болтам подходит. Точно так же я делал на Ханамаге, и это нужно сделать и здесь. Устанавливаем топливный насос. Он здесь установлен под углом. Такая стрёмная тема, блин. Так, надо ключ. Надо на 17 ключ. Стартер мощнючий, как на Ханамаге будет. С полтыка. Да, мы, друзья, навели порядок немного там, где у нас лаки, краски. Прям глаз радуется, да. Хочется там работать, да? Вот оно что означает порядок. Леша зажимает стартер. Я же готовлю место под установку помпы. С этого двигателя снимали все, что мешало ему. Но, видимо, все-таки не ему, а кому-то еще. Вот так. Ага, и слив, видишь, есть тут специальный какой-то. Она не смазать. такая. Точно не такая. Офигеть, в 2 раза больше. Ё-моё. Не, подожди. Не такая. Так крыльчатка, посмотри, какая здоровая. Туда крыльчатка тупо не влазит, посмотри. Да, она не такая. А где ты заказывал? На Армтеке. Не Я надо. вроде под этот мотор заказывал. Надо назад, значит, отдавать. Это шансов 0, наверное. Нет, почему? Так я заказывал их уже, блин, 3 месяца назад, И может. что? Ну, первый косяк уже, видите, друзья. Ну, тут, блин, я не знаю, почему так произошло. Он и по форме похож, но, как выяснилось, косяк. Прикурили мы, друзья, здесь с нашим мотором. В чем суть? Стандартный штуцер в любой машине, вот он такой у вас,
Но сюда он не заходит, потому что здесь входы 12, а у нас 14. А здесь у нас 14. Нашли вот такое, что-то здесь выживаем. Но вот нужно здесь рассверливать отверстие, очень маленький диаметр. А сюда буду сейчас точить штуцер, потому что здесь нужен спецштуцер, чтобы он еще соединялся с обраткой. Вот. Выход с обратки здесь у нас идет и вот сюда переходит. Ровно час понадобился мне, чтобы изготовить вот такую деталь. Она будет переходником своеобразным для наших штуцеров. Вот сюда будет вкручиваться. И мы сможем вкрутить сразу два штуцера сюда за счет вот такого длинного болта. Он вкрутится, и два штуцера будет держать на обратку и на основную подачу. Вкручиваю, Леша. Ё-моё, завод. Будет отсюда идти на фильтр и с обратки вот тоже на фильтр. А потом уже на насос. Эту магистраль на насос мы уже установили. А здесь будет обратный клапан. Вот он. И обратно в канистру вот здесь. Очень медленно мы продвигаемся. Устанавливаем корпус вентилятора. И, к сожалению, видите, в попытках сделать супер хорошо, да, прогнать резьбу, обломался метчик, и мы вот его чуть выкрутили, блин. Никогда не спешите и всегда потихоньку делайте. Мы уже подсобрали там топливную. Здесь у нас вентилятор будет становиться, он вроде нормально. Но вот этот натяжитель, по-моему, какой-то с ним косяк. Но будем еще разбираться. Сейчас подберем здесь болтики нам необходимые. Установим этот корпус. А также нам еще установили датчик на давление масла. Также нам еще нужно здесь по топливной, тоже порядочно, нужно залить масло. В общем, еще работы хватает. Подготовить аккумуляторы, топливо прокачать. Но это уже, наверное, будем завтра делать, потому что темно и нужно ехать уже домой. Немножко мы отвлеклись от обыденной нашей работы, помогаем отцу моему, бате, изготовить какой-то вот вал для очередного проекта непонятного. Сюда нужно подшипник, чтобы одевался. Здесь протачиваем это вот шестерню. с раздатки валы. Нивы, да. Это Вот для чего будет? Что это делаешь? сюда вот ставятся фланчики от Нивы, соединятся с шрусами этого самого ступиц, Пассатовские. пассатовские. И будет тебе мотоблок типа И такой. тут звездочка сядет, и будет с москвичевской передачи будет цепочка идти на эту ось. Ну я понял. Тут же привод. с подшипниками упоры вырежу с трубочки такие. Тут упоры под фланцы. Тут будет сплошная скользящая. Все очень серьезно. Ну, по-пакистански. Но мы будем... Батя уже тоже насмотрелся пакистанцев, начинает чудить. Ну а здесь у нас почти все готово. Леша приволок аккумуляторы. Нам осталось залить масло, подсоединить топливо. Мы практически здесь уже и обратку все собрали. Вот. И будем пробовать запускать. Что с этого выйдет, увидим уже в ближайшее время. Со старых запасов у меня осталось масло Mobil Delvac. Ему уже много лет, я думаю, для этого мотора оно оптимально подойдет. Это масло еще когда-то покупалось, хрен знает сколько лет назад. Тогда оно стоило недорого и было доступно. Леш, убедись, что у нас все зажато. По сути, мы почти готовы, нам осталось подключить аккумуляторы. Топливо уже Леша прокачал. Пару штуцеров, кстати, поплыло у нас, но вроде бы все нормально, остальное в норме. Так что сейчас будем пробовать пробные прокрутки. Посмотрим, давление накачаем. Я думаю, должен был он запуститься, надеюсь. Друзья, мы готовы. А готовы ли вы? Ну-ка быстро пристегивайте ремни, присаживайтесь. Будем пробовать запускать. Первое, что мы сделаем, это прокачаем масляную систему. То есть покрутим, посмотрим. Может он и схватит, но будем следить за давлением. Стой. Провод упал. Страшно. Провод упал случайно. Это вообще... Да. Но он уже запустился, видишь?
А давай глушилку убери. Так я, в смысле, так я же ее, ну... А чего он запустился, если я глушилку... Потому что не факт, что это. Я же тебе говорил, от обратного все работает, а ты меня не слушаешь. Нет, так на маге же сделано. Мы сходили на Ханамага, перепроверили все, и оказывается, мы неправильно держали газ. Мы держали газ в пол. Сейчас попробуем прокачать масло и потом запустим его. Но он уже схватывал. Заглушил? Да. Пробуем. До 2 выдавил. Все, пробуем заводить. Готов? Давай. Мощно! Просто ужас. Держи, он трохи подвис? Нет. Давай, завожу. Давай. Шепчет, блин, шепчет. Дыма нет вообще. Ну даже за ним. Дай газу, моща. Глуши. Блин. Да? Я не знаю, до него страшно доставать до этого рычага просто. Здесь рычаг газа, а там глушилка. Да? Он валит капец. Ну, в общем- Может, шиву надо ставить. Да, мосты будут только как полуось, вместе с полуосями. Так, ну успех. В общем, мотор рабочий, все нормально. Все четко. Что тут еще говорить? Единственное, запчасти, которые я докупил, какое-то фуфло. Все. Во-первых, шкив, смотрите, прикрутили его вчера, он просто кривой, невероятно. Ну это же ужас. Ну да ладно. Возможно, мы тут что-то прикрутили криво, но что-то я сомневаюсь, если честно. Вроде тут все должно быть хорошо. Ну посмотрим. Если что, можно тут попробовать подложить что-то, может, да? Его попытаться выровнять. Это уже лирика. Дыма нету, форсунки огонь, давление огонь, около там 5,5 он давит. Четко вообще. Да. Ну помпа не подошла, как вы помните, но остальное все прям огонь. Я не нарадуюсь. К сожалению, антифриз мы не можем залить, да и смысла его особо нету. И еще, друзья, у меня к опытным мотористам, может кто есть, который шарит в этих моторах, именно в этих. Напоминаю, что у нас Кейс, Каменс, они одинаковые, эти моторы. 6TA 830, 8,3 объем. Мне интересно, существует ли сюда комплект сцепления, существует ли сюда какой-то колокол, что подходит сюда, непонятно, но очень интересно, что сюда можно поставить, какую коробку, какое сцепление, какой маховик, от чего это все подходит. Если у вас есть информация, пожалуйста, поделитесь, либо напишите мне в ВК, либо куда-нибудь напишите, либо хотя бы в комментариях под ютубом постараюсь заметить. Вот, потому что вы сами понимаете, комментарии все прочитать это почти нереально в условиях моих. Но я стараюсь. Вот. Потому что, возможно, мы на какой-то проект поставим этот мотор. Мы никуда его не собираемся ставить, просто я решил его запустить перед тем, как нам его поставить на хранение. Вот. Поэтому, но он запустился, это самое главное. У нас вся масляная система прокачана. Сейчас мы его еще запустим, разок поработает пусть. Вот, чтобы там цилиндры немножко маслом наполнились, смазались. Так что это успех. И мотор хороший, вопросов нет. Так что кот в мешке купленный. Кот в мешке, он оказался вполне нормальный вариант. Перед тем, как мы его поставим, решили еще раз запустить, чтобы немножко подсмазался мотор. Заведи, как он должен. Он с полтыка и обороты такие вот. А потом выравнивается. Да. Ну давай.
Ты на плечо кляпал, да? Да. Просто капец. Да, сила. Все, лучше. Это мотор сильнейший. Друзья, сильнейший. Блин. Просто вырывается из этого крюка, да? Когда я называл ему вообще много, он сюда ложился. Очень круто. Ощущение, блин, внутри. Такой мандраж. Сейчас мы его поставим в уголок, и он будет храниться в гараже. И однажды он куда-нибудь станет. Кстати, вы можете предложить вариант, куда он может стать так прям емко. Место мы для мотора подготовили вот здесь. Мы его потом хономагом завезем туда. Ну а сейчас поставим пока что временно на старое место. Выгоним Зила, выгоним Магирус. И после этого завезем мотор. Там к нам приехали подписчики. Вон они стоят. Передавайте привет. Вот все. Мы только что прокатились на АТС, и они еще в шоке, ничего не понимают, что происходит. Ну а видите, как удобно управление с двух сторон манипулятором, и удобно видишь, куда что ложишь. Вообще тема классная. У нас произошла маленькая перестановка. Хотим поставить БРДМ здесь внутри, чуть-чуть подсохнет, и обработаем герметиком швы внутри. Также выгнали наш автодом Магирус. Что-то в нем есть, вот как-то проехал я, вообще классно, кайфовая тачка. Ну а сейчас будем заниматься Зилком. Нам нужно разобраться с топливной. Откуда у нас там уходит сильно так соляра, что в салоне невозможно находиться. Сейчас вот будем разбирать, снимать опять коллектор. Капот мы уже научились открывать. Происходит это быстро. Еще нам нужно зажать генератор. Помнишь? Да, болтается. Он сильно болтается. Все, скидывай кастрюлю. Снимаем перемычку. 2 ключа на 17. И будем смотреть, что там где плывет. Снимаем коллектор. Сейчас будем смотреть, потому что уже нету сил. Прокладки. Вот здесь явно плывет, вот там явно плывет. Вот тут плывет. Вон там что-то плывет, да. Неужели это эти обраточки? Я не знаю даже. Ну, сейчас попробуем. Что мы попробуем? Надо, наверное, воздухом тут все повыдувать, да, чтобы было видно, откуда сочиться. Да, и салфетками повытирать, и потом смотреть. Выдули всю соляру отсюда, и сейчас будем запускать мотор и смотреть, откуда же оно здесь что плывет, блин. У нас явно с этой стороны 2 форсунки и с этой 3. Вот отсюда, с-под болтика вот это, вот отсюда, короче, понял? С-под штуцерка вот этого. Так, а может с И форсунки течет, и истекает течет туда? вот сюда. Все, может, с форсунки истекает. Ну, понимаешь? понял, что объясняю? Вот поэтому течет вот сюда. Ну что, а тут что, как думаешь? А там вроде сухо. Может, оно отсюда плывет, там накапливается, правда? Ну, хрен его знает, может быть. Трубки были отжаты, вот там было отжато, ну именно на обратку. И сейчас мы прожали все, здесь тоже было отжато. Сейчас все прожали и, наверное, надеюсь, будет работать. Обратно зальем воду, потому что сливали воду, пришлось здесь вот нам откручивать этот шланг на печку. А не на печку, это просто развоздушка. Зажимаем генератор. Ну как? О, нажимани еще. А попробуй там, это сквозной болт? Да, это шпилька такая, болт. Посмотрим. Уже болтаться, наверное, не будет. Надеюсь. Прикурили мы, друзья, восстанавливаем краник. Хотели по-быстрому, но вот никак. То есть не залезть. Я там снизу вырвал нервы все. Леша тут сверху вырвал нервы. Хомуты эти оригинальные. Хомуты эти оригинальные, блин. Я уже матом начал ругаться. Леша кричит, сейчас камеру возьми. Я говорю, не надо, а то у зрителей уши завянут. Что мы сделаем? Мы сейчас заливаем воду
Еще раз проверяем герметичность, запускаем, смотрим соляру и собираем обратно все. Ну, надеемся на успех. Леш, что ты заливаешь? Антифриз. Какой? Военный антифриз белый. Тише, антифриз. Не успевает. Очень хороший, качественный. Да. Леш, попал? Чуть-чуть ниже. Вот так? Да. Что происходит? Ну, крути, крути. О, пошел, пошел. Ай, вниз соскочила. Соскочил? Да, соскочил вверх. Что произошло? Вниз соскочил. Так вниз или вверх? Во, все, не двигай, крути. Так не двигатель крутить. Крути. Во, пошел. А что, он должен был давно зажаться? Зажимай, зажимай. Он скоро зажмется уже. Это ужас. Ну, закрутили вроде бы, собрали всю систему обратки. Теперь у нас будет обратка в бак поступать, но в этом баке почему-то 3 обратки, непонятно. Раз, 2, 3. Что за жуть? А самое главное, что возможно нам предстоит его снимать, потому что ну, он периодически грушу сдавливает и не работает. Что-то подбивает. Но посмотрим, пока еще я не готов, потому что здесь просто туда долезть я не представляю. Здесь идет антифриз через бак, чтобы вы понимали. Антифриз, заборники на Вибасту, заборник на основной мотор. В общем, тут конструкция страшная. Еще одна вещь, которую нам нужно сделать на нашем зилке, это заменить гидроусилитель. Поскольку мы не смогли установить фильтр на него, что-то там не то. Не такой бачок, какая-то другая технология. Поэтому снимаем сейчас насос гидроусилителя с мотора. Это мотор наш Зила 10х10. Кто помнит наш супер-мега проект. Вот это с него мотор. Мотор ураловский. Вот у нас стоит здесь. Когда-то хотелось бы его оживить. Хотелось бы его посмотреть, перебрать, поменять прокладочки. Ну вот, и мотор хороший-то на самом деле. Но сейчас наша задача снять с него вот этот насосик. Снимаем насос наш зиловский. Он имеет отличие от СССРовского, другой корпус вот здесь. Есть маленькие отличия. По креплению отличий нету, а именно вот по самому корпусу, по виду корпуса, по бачку. У него смещенная вот эта центральная шпилька крепления крышки. И, соответственно, отличается. Но мы сейчас поставим советский, я думаю, будет работать. Переставили шкив и ставим советский уже насосик. У нас тут немножко по-другому шланги идут. Но, надеемся, ремень натянется и нормально будет. Осталось только зажать, по сути, вот это. И натянуть ремень. Заводится он почему-то плохо. То есть крутишь, крутишь. Что ему не хватает, я не знаю. Что? Качается, видишь? Ну как Ну, типа сошло топливо со шлангом. Зараза, блин. Вчера мы собрали весь коллектор, все вроде бы устранили утечку, одели шланг на обратку. Пришлось понервничать, но вроде бы все должно работать. Запускай. Да, слабенько. Ой, масло долить надо. Насос собрали, запустили, запустился плохо, непонятно почему. Все работает отлично. Уже проверили гидрат, все хорошо. Еще немножко подзанимались проводкой, нашли выход. Вот у нас, оказывается, работает кнопка, не кнопка, а индикация на включение блокировки межбортовой в нашей раздатке, так что блокировка тоже будет работать. Но на сегодня это все, друзья. Огромное вам спасибо, что были с нами. Мы еще больше немножко продвинулись в плане постройки Зила. Еще предстоит очень много работы.
Хочу уточнить по пескострую. Попробуем его загнать на пескоструй, но не уверен, потому что погоды нету, а навеса там у ребят, по-моему, нету. Ну, посмотрим, они там собирались строить, не знаю, заеду к ним, узнаю по этому поводу. Так что не забывайте подписываться на наш канал обязательно, потому что основная масса нас смотрит без подписки. Буду очень рад, если подпишетесь на наш канал. Также не забывайте про Telegram, не забывайте про Boosty. Огромная всем благодарность, кто уже подписался на Boosty, кто нас поддерживает на Boosty. Огромное всем спасибо за донатики, которые закидываете. Огромное от души спасибо. Также хотел бы пожелать, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Ну и увидимся уже в следующих сериях. Всем пока.